Друзья, всем привет! С вами Вероника Никитенко и Центр Алхимии. Сегодня у нас будет расклад в 3 вариантах на произвольную тему вашего ближайшего будущего. Посмотрим ближайшую неделю в вашей жизни. Нажимайте в тайминге на тот вариант ракушка, которая вам нравится больше всего. Первый, второй или третий. Сейчас я выложу по одной карте. И мы посмотрим с вами расклад про ваше будущее. Какие-то ближайшие события, очень важные для вас. Ну и вообще, в принципе, расклад, который поможет вам как-то распланировать свою жизнь, понять какую-то стратегию на ваше будущее, что вы будете делать или что вам надо делать и так далее. Так, вот у нас есть 5 карт. Еще по 2 карты выложим. Работать будем на универсальном таро. Старая колода Лос Карабео. Так, первый, второй, третий. Нажимайте в тайминге на тот вариант, который вам нравится больше всего. И давайте начинать. Все, кто выбрал вариант номер 1, всем привет. Итак, будем открывать с последней карты, как выкладывали. Главная тема, которая будет доминировать в вашей жизни на следующей неделе. Какая это будет главная тема? Ожидание. Я бы сказала, здесь ожидание, может быть, у кого-то болезнь, не очень хорошее самочувствие, состояние каких-то размышлений, потребность отойти от мира подальше, от людей, ни с кем не общаться, не разговаривать, побыть наедине с собой, подумать, как-то осмыслить какую-то, во-первых, может быть, какую-то информацию, какую-то новость, у кого-то, может быть, осмыслить какие-то прошлые неудачи и на основе вот всех этих данных выработать для себя новое, правильное или подходящее для вас решение или решения. В какой области вашей жизни вы можете ждать неожиданного поворота в ближайшее время? Может быть, это будет не на следующей неделе, не в ближайшие недели, а чуть-чуть позже. Но что это за область жизни будет? У нас 4 кубков. Очевидно, что это не какая-то конкретная область. Это не работа, это не любовь, это не деньги. Это вы вообще. Это вы, это ваша сегодняшняя жизнь. Это ваша концентрация на том, что у вас есть сейчас. Вот здесь, скорее всего, по 4 кубков я могу сказать, что в вашей текущей жизни главный неожиданный поворот ближайших недель – это какая-то, опять же, новость или какое-то предложение, может быть, возможность, которые вы уже, может быть, не рассматривали, может быть, даже не хотели ничего в своей жизни менять, а появится какая-то удивительная история, которая даст вам время и даст вам какой-то шанс для перемен. Перемен, которые изменят ваше привычное представление, может быть, о себе, о своих возможностях или планах. Видите, у нас тут 2 четверки, одна 4 мечей, другая 4 кубков. Причем, если в этой карте у нас человек отдыхает, да, условно спит, то в этой карте он проснулся. То есть вот ваши будни, ваша сегодняшняя жизнь, может быть, ваше одиночество будет нарушено в том числе, потому что появится какой-то человек или возможность, может быть, с кем-то познакомиться, пообщаться, не обязательно для любовных отношений, может быть, здесь вопросы просто общения межличностного, новые друзья, там, подруги, приятели, знакомые. То есть какая-то появится дополнительная история, возможность, в ходе которой вы сможете сделать свою жизнь более яркой, более насыщенной эмоционально и насыщенной различными событиями. Какое важное сообщение ваше высшее Я пытается вам передать сейчас или будет пытаться передать в ближайшее время? Луна. Но здесь я сразу по Луне могу сказать однозначно, конечно же, обращайте внимание на сновидения, на то, что вам снится, потому что в ваших сновидениях, судя по всему, будут появляться какие-то знаки относительно вашего пути, дороги. Здесь какой-то очень рубежный момент, здесь выход в области, которые вас пугают, да, то есть движение к своей цели, что-то очень манящее, какая-то ваша вот мечта, которую вы не можете, может быть, описать пока словами, какое-то здесь движение, как вот история такой инициации внутренней. Поэтому я бы сказала, что очень важное сообщение – это любое сообщение, касающееся дороги,
прежде всего. Какое-то сообщение, которое будет вызывать у вас внутренний трепет, страх, но при всем при этом будет сохраняться такая вот жажда вожделения, ожидания, предвкушения этого события. Что вам необходимо отпустить сейчас в своей жизни, чтобы идти вперед? 7 мечей. Нужно отпустить любые попытки схитрить, да? Нужно перестать хитрить, нужно отпустить свое одиночество и свою свободу. Да? Вот мне кажется, по 7 мечей эта карта характеризует вас сейчас как человека, который любыми путями пытается сохранить свою какую-то идентичность, индивидуальность, не очень готов допускать в свою жизнь других людей, вообще старается как можно чаще быть один. Вот, видимо, вам надо отпустить это одиночество, видимо, вам надо отпустить эту потребность, стремление во что бы то ни стало, извлекать какие-то выгоды только исключительно для себя, свое нежелание, может быть, делиться своим временем, с самим собой, с кем-то. То есть вот отпустите это привычное для вас и позвольте войти в вашу жизнь чему-то другому. Возможности, которые еще не реализованы в вашей жизни. Вот что есть сейчас такого, что еще не реализовано? У нас шут. Ну, здесь вообще все не реализовано. Я не могу выделить в шуте какую-то конкретную отдельную возможность. Здесь не реализована главная возможность начать с чистого листа что-то вообще другое, что-то новое сделать. Да, может быть, у кого-то найти новую работу или реализоваться в какой-то сфере деятельности новой для вас, неизвестной для вас. Там, может быть, у вас есть какой-то минимальный опыт, но вы еще не знаете, может быть, в полной мере, как им пользоваться. Здесь в том числе не реализована возможность, я не знаю, переехать в какое-то другое место, начать жизнь в каком-то новом статусе. То есть что-то открыть для себя новое. Вот это пока еще не реализовано. А здесь, опять же, шут – это акцент на том, что вообще вся жизнь еще не реализована. Вот как бы это странно ни звучало, но все лучшее у вас еще впереди, ребята. Вот так вот. Аспекты вашей жизни, которые влияют на вас положительно, и вы должны к ним всячески стремиться. Что это за аспекты? Умение защищать свои границы, прежде всего. Я бы сказала, ваше превосходство. Главная история – это контроль. В 7 жезлов есть контроль. То есть вы чувствуете себя очень хорошо, когда вы контролируете ситуацию, когда вы умеете защищать себя от вторжения в вашу жизнь других людей, когда вы сохраняете дистанцию, когда вы стоите немножко выше, чем остальные люди. То есть вот в этом случае можно сказать, что вы должны всегда стремиться к сохранению именно такой позиции превосходства. Потому что когда вы находитесь выше, чем другие люди, когда вы профессиональнее, чем другие люди, обладаете более лучшими знаниями, какой-то харизмой, каким-то упрямством, какой-то настойчивостью, в том числе, когда вы не показываете людям другим свои чувства, свои эмоции, а при этом показываете, может быть, даже какое-то такое вот воинственное отношение, какой-то вот такой напор внутренний, это для вас оптимально и дает вам и силы чувствовать, что все в ваших руках. А какие аспекты вашей жизни влияют на вас негативно? Вот чего нужно избегать? Нужно избегать излишней дружелюбности, близости с другими людьми. Нужно избегать, наверное, людей, которые делают для вас что-то и тем самым загоняют вас в ситуации, где вы оказываетесь им должны. То есть это такие якобы взаимные услуги, назовем это так. То есть вот этого нужно избегать. Нужно стараться не быть наивным. То есть нужно всегда сохранять видение того, что все-таки большинство ваших ситуаций в жизни связаны с людьми, а это ситуации, где вы должны всех людей отринуть и заниматься исключительно собой, потому что когда вы начинаете людей к себе приближать, видимо, у вас не хватает времени для реализации каких-то своих задач, и самое важное, что вы расслабляетесь и как будто бы начинаете зависеть в том числе от других людей. Вот такая у нас история, первый вариант. Так что я вам желаю удачи и успеха. Возвращайтесь к нам снова. Пока-пока и до новых встреч. Все, кто выбрал второй вариант, всем привет. Давайте посмотрим ваш расклад. Главная тема, которая будет доминировать в вашей жизни на следующей неделе. Ну или, может быть, чуть-чуть позже. Хорошие новости, очень благоприятные новости, какие-то неожиданные, долгожданные.
Это какая-то тема, которая затронет глубоко ваши чувства. Это тема, которая внесет в вашу жизнь какую-то новизну, предвкушение. Чувство того, что желания могут исполняться. Это такая вот кусочек просвиры, мне хочется сказать, который опускает этот голубь в этот кубок. То есть это источник в буквальном смысле счастья и жизни. Здесь какие-то хорошие новости. И тема любви прежде всего, и ваших желаний, вашей мечты будет активна на следующей неделе. В какой области вашей жизни вы можете ждать неожиданного поворота? Что это будет за область жизни? Ну, конечно, это семья, да, десятка кубков. Семья, у кого-то может быть дружба, такая очень давняя, приятные люди какие-то. Но прежде всего это все-таки семейные любовные отношения, потому что на десятке кубков мы видим счастливых людей, счастливую пару, детей, которые на заднем плане. То есть тут новые какие-то просторы, новые возможности открываются. Так что ждите каких-то приятных перемен, касающихся этого вопроса. Какое важное сообщение ваше высшее Я пытается вам сейчас передать или будет пытаться передать в ближайшее время? Рыцарь кубков, что все очень хорошо, что все идет по плану, что впереди у тебя большие какие-то возможности, что ты фактически сейчас являешься человеком, который верит в свою мечту, что у тебя в твоей жизни сейчас есть очень ценное что-то, что все будет, в общем-то, хорошо, да, то есть история сообщения – это какая-то встреча, прежде всего, важное сообщение про встречу, про какую-то, может быть, поездку куда-то, кто-то с кем-то здесь встретится, кто-то куда-то приедет, и будет удовольствие, счастье, может быть, у кого-то, кстати, будет водопад, может, кто-то из вас поедет на водопад. Что вам необходимо сейчас отпустить для того, чтобы идти вперед? Что необходимо отпустить? Смотрите, у нас выходит маг. Наверное, надо отпустить уверенность в том, что вы все можете сделать самостоятельно. И, наверное, надо отпустить уверенность в том, что все вот в вашей жизни, в вашей ситуации зависит исключительно от вас. Так как у нас здесь десятка кубков, и здесь у нас вышел еще и рыцарь, вероятнее всего история про то, что какие-то события в вашей жизни сейчас либо касаются не только вас, а еще касаются и других людей. И, может быть, главная тема в том, что эти события, эти ситуации не могут быть в полной мере решены исключительно только вами, что, скорее всего, может быть, в решении этих вопросов должны принимать участие еще какие-то другие люди. Вот. Какие возможности в вашей жизни еще не реализованы? Что еще не реализовано? Ну, смотрите, не реализована сфера карьеры и работы, да? То есть вам есть куда расти, вам есть куда двигаться, то есть вам нужно все-таки не останавливаться на достигнутом, вы должны искать возможности вырасти по карьерной лестнице или получить какой-то более масштабный профессиональный опыт. Вы должны воспользоваться какими-то своими уже имеющимися знаниями, навыками для того, чтобы усилить свой авторитет, свою репутацию, зону своего влияния расширить, научиться зарабатывать, в том числе много денег. Тут какие-то и бизнесовые, в том числе, возможности еще не реализованы. То есть кто-то из тех, кто выбрал второй вариант, имеют возможность начать свой бизнес. Но пока еще, видимо, в полной мере к этому не приступили. Какие-то результаты здесь есть, говорит тройка жезлов, но еще не совсем полноценные. То есть есть куда расти. Какие аспекты вашей жизни влияют на вас положительно? И вы к этим аспектам должны стремиться. Пятерка мечей. Ну, во-первых, безусловно, это тема коммуникации, да, с другими людьми, умение одержать победу в любой какой-то дискуссии, в любом споре, в любом конфликте. Это, безусловно, переговорные навыки, это умение добиться результата в любых, даже очень сложных переговорах, склонить людей или ситуацию на свою сторону. В общем, победить любой ценой, по сути. Поэтому вы должны развивать у себя именно коммуникативные навыки, учиться говорить, не бояться говорить, может быть, где-то рисковато, не бояться требовать, не бояться собирать компроматы, этим компроматом в том числе, может быть, кому-то прямо-таки тыкать в нос и показывать, вот. То есть не бояться побеждать, не бояться быть каким-то, может быть, коварным, да, то есть, потому что в вашем случае, видимо, это один из тех аспектов, который как раз-таки вам будет гарантировать и хорошую работу, и деньги в том числе, да, то есть не будьте на вторых ролях. Пятерка мечей говорит о том, что вы должны стремиться исключительно только к главной роли. Какие аспекты вашей жизни влияют на вас негативно, и их нужно
избегать. Это покорность судьбе прежде всего, это фатализм, это следование какому-то року. Это состояние, когда вас захватывают эмоции или захватывает ситуация, и вы не знаете, что же с этим делать дальше. То есть вы ни в коем случае не должны покоряться событиям и думать, что эти события как-то разрешатся само собой и все будет в порядке. Вы именно должны биться за свои какие-то желания, за свои цели, за свои мечты. Потому что чем больше вы доверяетесь событиям, тем больше вы доверяетесь каким-то, может быть, людям или чему-то еще, тем больше вы получаете для себя убытков в любой сфере деятельности, какой бы вы ни касались. Да? Это могут быть проблемы в работе, это могут быть проблемы в личных отношениях, в чем-то еще. Не полагайтесь ни на кого, полагайтесь только на себя. Вот такая история, второй вариант. Я вам всем желаю удачи. Возвращайтесь к нам снова, приходите к нам учиться. Пока-пока и до новых встреч. Все, кто выбрал третий вариант, всем привет, смотрим вас. Какая главная тема, которая будет доминировать в вашей жизни на следующей неделе? Что это за главная тема? Тема триумфа и победы, тема ощущения, что вы стоите двумя ногами очень прочно на земле, тема, которая говорит о том, что вы добились все-таки какого-то результата, здесь какие-то положительные новости, здесь ощущение своего абсолютного триумфа и победы. Здесь чувство, что вы вот прошли какой-то определенный долгий этап жизненный, может быть недолгий, может быть короткий, и вот этот этап принес вам заслуженную победу, заслуженное признание, похвалу, что-то, вот какой-то значительный ваш вклад во что-то будет оценен другими людьми в том числе. Вы вообще будете чувствовать себя человеком независимым, в принципе, ни от чего, потому что я могу сама или сам сделать что-то, мне не нужно ни на кого оглядываться, у меня самостоятельно все хорошо происходит. Вот. Но, тем не менее, у многих людей в третьем варианте шестерка жезлов говорит о том, что доминирующей темой в вашей жизни будет работа, безусловно, карьера. Может быть, появление нового руководителя в вашей компании, который принесет туда перемены, такие достаточно хорошие перемены для всех сотрудников, с которыми вы работаете. А кто-то, может быть, получит предложение о работе, долгожданное, повышение в должности в том числе. В какой области вашей жизни вы можете ждать неожиданного поворота в ближайшее время? Девятка жезлов. Ну, здесь, опять же, тема самореализации. Да? Тема самореализации, самоактуализации, карьеры. Тема недвижимости у кого-то может разворачиваться. Того, что вы сможете какие-то решить сложные проблемы, возникшие перед вами некоторое время назад. И будете ждать, опять же, вот какого-то результата. Здесь главный неожиданный поворот – это вы, это все, что вот сейчас для вас является важным, и ожидание вот чего-то нового. Как будто, знаете, может быть, у кого-то реально здесь будет испытательный срок в работе, вы получите предложение устроиться на новую работу или будете заниматься каким-то делом и начнете делать первые шаги, и именно поэтому будете находиться в позиции ожидания. А что же дальше? Да, мне интересно, мне страшно, но жутко интересно, что же будет дальше. Вот, поэтому я бы здесь все-таки сделала тему именно вашей жизни, тему недвижимости и для кого-то тему работы. Вот это 3 конька, которые здесь являются очень активными. Какое важное сообщение ваше высшее я пытается вам передать сейчас или будет пытаться передать в ближайшее время? В буквальном смысле стой на своем. Стой на своем, считай деньги, будь жадным, алчным, ни с кем ничем не делись, все забирай себе, присваивай себе, вообще работай сам, действуй сам. Вот что говорит четверка пентаклей. Что вам необходимо сейчас отпустить, чтобы идти вперед, двигаться вперед? Ну, смотрите, хорошую привычную жизнь сегодняшнюю, буквально свой дом. Может быть, вам нужно сепарироваться. Может быть, вам нужно действительно оставить родительский дом, уехать в какой-то новый дом. Да? Может быть, кому-то надо оставить свой родной край, там, не знаю, село, поселок, город, страну, что-то еще. То есть вот все, что ваше сегодня есть, вашу стабильность, вот ее надо отпустить и оставить. Что это значит? Это не значит для некоторых людей в буквальном смысле взять все и бросить. Это может означать, что вы не должны останавливаться на достигнутом. Вы не должны останавливаться только на том, что у вас есть сейчас. Потому что у вас, очевидно, есть какие-то еще желания и потребности. И вот для реализации
этих желаний и потребностей, вы должны выйти за пределы своего мира, да, посмотреть по сторонам и сказать, что да, я хочу, я могу. И нужно двигаться в ту сторону. Вот. Может быть, для кого-то здесь тема про то, что необходимо оставить какие-то мысли про то, что, может быть, вы с каким-то человеком можете создать отношения. Потому что если с этим человеком изначально ничего не клеится, то, ну, в принципе, и не надо этого делать. А для некоторых женщин и мужчин в том числе, я могу сказать, что эта четверка жезлов точно говорит, что вот именно для того, чтобы вы дали себе шанс и возможность встретить свою любовь, нужно оставить любые попытки в каждом встречном человеке видеть потенциального мужа или жену. То есть знакомьтесь и общайтесь с людьми исключительно просто так, из любопытства узнать, что ты за человек, да, что ты за мужчина или что ты за женщина. И уже только потом, когда вы поймете действительно, что вам с этим человеком хорошо, спокойно, тепло и приятно, вот тогда уже можно будет задумываться о создании каких-то отношений. Вот. Возможности, которые в вашей жизни еще не реализованы. У нас перевернутая семерка кубков. Мне кажется, знаете, здесь возможности на самом деле вагон и маленькая тележка. Единственное, что перевернутая семерка кубков говорит о том, что вы слишком много думаете о разных возможностях, но вообще никогда их не реализуете. Наверное, здесь история именно про то, что прежде чем какие-то новые возможности вообще в вашей голове появятся, в ваших мыслях, вы должны научиться реализовывать то, что у вас уже есть сейчас. То есть должны научиться жить с тем, что есть сейчас, и делать с этим что-то. Доводить это до какого-то совершенства, до какого-то ума. Вот. Кроме того, семерка кубков рассказывает здесь историю про то, что вы очень много тратите внутренних своих усилий именно на фантазии, на мечты. Вы много мечтаете. Очевидно, что у вас, наверное, очень развитое воображение. Но вы думаете об этом как-то отстраненно. Типа, у меня такого никогда не будет. Да? То есть, с одной стороны, хочется, я там помечтала, подумала. Но вот оно так и остается в голове. И вы не даете этому движению. А нужно давать этому движению, потому что очевидно, что вы можете это делать, потому что человек вы очень целеустремленный. И у вас может многое получиться. Главное дать себе возможность это сделать. Аспекты вашей жизни, которые влияют на вас положительно, и вы должны к ним стремиться. Что это за аспекты? Это перемены. Причем не просто перемены, а перемены кардинальные, исходя из 13-го аркана. То есть вы, как рыба в воде, чувствуете себя в кризисные моменты. На самом деле и тема стресса для вас является одной из основополагающих, потому что четверка жезлов говорила нам о том, что надо оставить привычную жизнь, привычный дом. Вот когда вы оставляете то, к чему вы привыкаете, и проживаете вот этот кризис какой-то идентичности, вы развиваетесь и двигаетесь гораздо быстрее к своим целям. Поэтому вы постоянно как будто должны стремиться к чему-то новому. Постоянно пользоваться любыми какими-то нестандартными возможностями, которые в вашей жизни появляются. Здесь, опять же, история 13-го аркана в вашей такой, знаете, как это сказать, беспристрастности, с одной стороны, да, то есть когда вы беспристрастны, когда вы готовы потерять что-то, что действительно уже умирает, когда вы свободно отпускаете то, что вы любите, просто ради того, чтобы получить что-то новое, когда вы не зацикливаетесь на своих фантазиях, тогда в вашей жизни происходит гораздо больше положительных событий, чем если вы пытаетесь удержать себя там, где на самом деле для вас уже все закончено. Подумайте над этим. Аспекты вашей жизни, влияющие негативно. Вот это те аспекты, которых нужно избегать. Это восьмерка жезлов. Я так предполагаю, спешка. Самое важное. И чрезмерная настойчивость, может быть, чрезмерная сила. То есть все-таки, исходя из девятки жезлов, вам нужно действовать более поступательно. Не давить очень сильно на людей и на обстоятельства, не хотеть прямо сегодня и прямо сейчас, потому что, исходя из этой карты, я бы сказала, что вы все-таки склонны быстро перегорать, в том числе вы о чем-то подумали, помечтали и быстро перегорели. Я не буду этого делать. Вот это спешка, да, от этого надо отказываться. Надо концентрировать внимание именно на каком-то очень вдумчивом подходе, неторопливом. И тогда все в вашей жизни будет складываться так, как вы этого хотите. Вот такие дела, ребята. Я вам всем желаю удачи, успеха, берегите себя, возвращайтесь к нам снова, приходите к нам учиться. Пока-пока и до новых встреч.